Я обрабатываю свой камень. Улучшая себя, мы косвенно исправляем и общество. Ученик должен обтесывать свой грубый камень, придавая ему идеальную форму, улучшая непосредственное произведение природы. Только совершенный камень может быть вложен в фундамент или в стену храма. Для этой цели ученик пользуется резцом, олицетворяющим понимание, сосредоточенную мысль и принятые решения, и молотом, символизирующим волю, приводящую их в исполнение. Так символически масоны описывают то, ради чего они собираются. Еще с древних времен, когда все в мире облекалось характером религиозности, у строителей была своя особая религия, целиком основанная на искусстве зодчества. Вселенная для них была обширной мастерской, в которой каждый каменщик был приглашен принять участие в общих созидательных усилиях. Здесь рождается идея великого делания, посвященная строительству идеального храма, все более и более совершенного. И отсюда же берет начало масонский обычай посвящать все свои работы во славу великого архитектора Вселенной. Масоны считают, что их предшественниками был орден тамплиеров. О нем мы снимали предыдущее видео. Как мы уже знаем, военная часть ордена была уничтожена, финансовая часть бежала в Швейцарию и Шотландию, а каменщики-строители остались. И в XII веке они начинают строить соборы по всей Европе. Они сформировали артель каменщиков, которая обладала своим уставом, третейским судом, благотворительной кассой. Известные мастерские были открыты в Базеле, в Кёльне, Страсбурге, в Вене. Их коллективная жизнь была полна различных мифов, ритуалов и обрядов. И когда они собирались на банкеты, они рассказывали друг другу различные басни и сказки. Например, в другой гильдии обувщиков они верили в то, что кости их святого покровителя после его мученической смерти превратились в инструменты для изготовления обуви. Постепенно эти каменщики самосовершенствуются, и многие из них отправляются в Ломбардию, так как считалось, что в Ломбардии еще живы древние строительные традиции. И, пользуясь покровительством сильных мира сего, эти каменщики получают монопольное право на строительство всех зданий христианства. Почему они назвали себя вольными каменщиками? Все дело в том, что в эпоху религиозного подъема возведение роскошных соборов считалось делом божественным, и каменщики не подчинялись властям города. Они вели кочевой образ жизни, завершив проект по строительству, возведению какого-нибудь собора, который мог длиться десятилетиями. Они потом спокойно переезжали в другой город или в другую страну. Они обладали неким безвизовым режимом. И именно поэтому они назвали себя вольные каменщики, Freemason. Вся готическая архитектура того времени – это дело рук вольных каменщиков. И любое изобретение в строительной области сразу становилось всеобщим достоянием мирового братства каменщиков. В начале XVIII века начинается строительный кризис. Заказы на строительство церквей становятся очень редкими, и старые братства закрываются везде, кроме Британии и Ирландии, так как эти страны особо чутки к соблюдению и сохранению древних традиций. Но они начинают брать в свои ряды состоятельных людей, не каменщиков, которые никогда не держали строительных инструментов в руках. Масоны окончательно решают перестать брать заказы на строительство и начинают работать исключительно в философской области. Итак, как же стать масоном? Это нам прекрасно объясняет шотландский священник Джеймс Андерсон, который публикует в 1723 году важную книгу масонских уставов. И в ней он описывает, что масоном может стать человек добрых нравов, зрелого или степенного возраста, с хорошей репутацией и верующий в Бога. Крепостные женщины не принимаются. А почему не принимаются женщины? Еще в то время шутили так. Но здесь же собираются мужчины нравственно совершенствоваться, а женщина, она и так нравственно совершенна. То есть вы обязательно должны верить в Бога, потому что на масонском алтаре присутствует священный текст. Чаще всего это Библия, либо Тора или Коран для людей другого вероисповедания. Масонство этим отличается от церкви, что в нем не существует догм,
и это скорее нравственная религиозная организация. Более подробную информацию о масонских символах мы собрали в серии коротких видео, которые выложим в ближайшие дни. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить. Эта информация актуальна и по сей день. Если вы человек добрых нравов, верящий в Бога, готовый морально совершенствоваться, вы можете постучать в ложу вашего города и следовать их дальнейшим инструкциям. Вам будут обязательно заданы определенные ритуальные вопросы, например, такие. Откуда вы пришли, брат? Из ложи святого Иоанна. А что делают в ложе святого Иоанна? Возводят храм добродетелей и роют подземелья для пороков. А что вы хотите здесь сделать? Хочу побеждать мои страсти, подчинять свои желания и идти по пути вольного каменщика. Святому Иоанну уделяется большое внимание, потому что первая Великая Ложа Англии была основана в праздник святого Иоанна Крестителя в 1717 году. И вообще Иоанн Креститель был покровителем вольных каменщиков в средневековой континентальной Европе. И мастерская при Кёльнском соборе была известна под названием «Братство святого Иоанна Крестителя». Интересный факт, что Нью-Йоркская ложа до сих пор использует в своей практике экземпляр коронационной Библии Джорджа Вашингтона. Неважно, какой вы веры, неважно, какой вы расы, любой может стать масоном прямо сегодня. В интернете существует много сайтов, где написаны их адреса, вся информация. Они даже продают свою атрибутику, чего не было еще в древности. Сейчас все можно купить, все, что для этого требуется. И существует огромное количество разных лож, от либеральных до крайне консервативных. Вот, например, во Франции даже принимают женщин. Правда, здесь есть очень такой тонкий момент, это уже сам ритуал посвящения, потому что когда желающий вступить проходит этот ритуал, ему шпагу направляют в сердце. А женщине как оголить сердце? То есть это уже такой момент включается сексуальной магией, что отрицают представители очень консервативных лож. А ритуал посвящения в ложу замечательно описан Львом Николаевичем Толстым в его романе «Война и мир». Все мы помним графа Пьера Безухова. Он встречает в поезде старичка, который читает духовную книгу. И Пьер обращает внимание, что у него на пальце крупный чугунный перстень с адамовой головой. И он разговорился с этим старичком и понял, что он масон. Масон Пьера пригласил в ложу. И когда Пьер добирается до Петербурга, он встречается с человеком, к которому его направили. И первый вопрос тот ему задает такой: «А верите ли вы в Бога, Пьер?» Пьер ответил утвердительно. Его проводили в ложу, закрыли ему глаза и ввели его в комнату, которая называется камерой размышлений. Это темная комната, в которой существуют там такие погребальные эмблемы, череп лежит, Евангелие раскрытое, гроб с костями. И Пьеру говорят: что бы с вами ни случилось, вы должны с мужеством переносить все, ежели вы твердо решились вступить в наше братство. Когда вы услышите стук в двери, вы развяжете себе глаза. То есть погребальные элементы этой комнаты должны были напомнить о неизбежном конце вещей, о хрупкости человеческой жизни и ничтожестве земного тщеславия. То есть посвящаемый должен приготовиться к своей символической смерти.